Всем привет! Сегодня я хочу вам показать вот такой вот узор, который напоминает лепесток. А мне, вот если честно, кажется, что это перчатка для бейсбола. Вот. Ну, давайте приступим. И чтобы его сделать, нам потребуется 4 отрезка по 1,5 метра, и у меня это крученая веревка. Я хочу вам показать из различных материалов, как он плетется. Это будет шпагат у нас и хлопковый шнур. Но для начала и крученой веревкой мы делаем так, как я показываю на видео. Тут все будет состоять из репсовых узлов. Вот, так что если вы не умеете его плести, то как бы я вот медленно показываю, как он плетется. Можете повторять. Если хотите лучше изучить репсовый узел, то лучше заходите на плейлист онлайн-курса на второе занятие, где мы учимся плести узлы. Мы проплели с вами диагональ вниз, и сейчас нить, которая у нас была ведущей, мы ее немножко заведем в другую сторону, и одной нитью, которая следует за ней, также проделаем диагональный узелок репсовый. И после этого берем следующую нить, и она у нас будет как бы ведущей, ее мы будем оплетать. И опять плетем остальными нитями репсовые узлы. Старайтесь здесь максимально близко подтянуть вот репсовое плетение, иначе оно будет как бы иметь разрывы такие, которые нам не нужны. То есть не нужно оставлять лишних нитей, нужно прям очень близко друг к другу создавать вот эти полосы, которые у нас будут. Нам нужно будет создать вот 3 таких полосочки. Мы каждый раз будем брать нить, как бы, которая у нас с правого края остается. Сделаем 3, а потом наоборот будем заводить и еще тоже делать 3. Но я думаю, что в дальнейшем это будет видно все. Вот видите, я проделала 3 такие полосочки, не считая первой. Сейчас я завожу ведущую нить, которая у нас была последней, и провожу ее в обратную сторону. И потом буду брать уже крайнюю слева, делая ее ведущей, и на нее
плетя репсовые узлы. И так еще 3 рядочка. Ну вот, после того, как мы проделали все наши репсовые узлы, сейчас нужно совместить. Так как я показываю, я уже не буду запутывать вас нитями. Я думаю, что сейчас все максимально видно. Мы также делаем репсовый узелок, и тут можно подтянуть за нить еще, чтобы лепесточек чуть-чуть подсобрался. Вот таким вот образом. Ну вот, наш лепесток готов. Я считаю, что он просто потрясающе выглядит из крученой веревки, правда, прям здорово. Но также могу сказать, что мне очень понравилось из хлопкового шпагата, как он делается, потому что это как-то все мягче получается, что ли. В общем, посмотрите, и ну, вы увидите разницу. Я думаю, он будет отличаться в размере. Ну и как-то мне вот, правда, было очень мягко его плести. Ну, как-то, не знаю, мне даже больше понравилось. Вот. Ну, а из хлопкового шнура, который вязаный, прям вообще улет. Крученая веревка, мне кажется, она не так сильно поддается, нежели чем шпагат. Ну, если вы блили, вы знаете, что он мягонький такой. Ну, а хлопковый шнур вязаный, он просто ложится так, как вы его положите. Веревка все-таки фактурнее, и ей, мне кажется, сложнее плести.
Я еще сейчас хочу вам показать, как можно делать как бы целый узор. То есть вот вы сплели один лепесток, и как переходить к следующему из этих же нитей. То есть мы просто берем самую крайнюю нить, делаем ее ведущей, и сначала создаем вот то, что мы делали в начале, с заходом на одну нить. Вот, и для того, чтобы, например, создать 3 лепестка, я вот брала хлопковый вязаный шнур и отрезала 4 отрезка по 3 метра. И тогда вам будет этого достаточно для плетения 3 лепестков. Вот, если потребуется больше, то нужно взять уже больше шнура. Но если 3 достаточно, вам понравится, вот посмотрите, как это будет выглядеть. Потом также я вам покажу, как мы сделаем как бы крепление в конце этого всего. То есть как создать вид, как будто бы вы лицевое крепление сделали. Это обязательно, я думаю, к просмотру, так как, мне кажется, вот это из 3 лепестков уже полноценное такое панно получается даже. Чуть-чуть добавить бахромы, и все готово. Приступаем к креплению. Смотрите, мы берем самую крайнюю нить. Я буду брать через одну нить и делать крепление. И сейчас имитируем, как будто бы мы крепим лицевое крепление. То есть нужно просто повторить за движением моих рук и несколько раз это проделать, и вы поймете. Вот следующую нить я беру не та, которая идет прям сразу, а через одну. И у меня будут оставаться с краю как бы вот нити лишние. Их можно подрезать, спрятать, либо их также можно оставить. В этом нет ничего страшного. Ну, как я думаю, я бы, наверное, их даже оставила, чтобы они просто вот так вот висели, а сбоку бы добавила бы хромы, и это просто, мне кажется, получилось бы превосходнейшее такое панно. Но это все на ваш вкус и выбор. Я рекомендую вот как можно лучше осознать и научиться плести вот это вот крепление, которое мы имитируем как бы. Ну, то есть это прям важно, мне кажется, потому что очень много панно на этом строится, чтобы можно было замыкать на палочке как бы свое плетение. Не только вниз делать, да, панно, а и вот таким вот образом, полукругом и всяко разно. Я надеюсь, что все было понятно. Вот, 3 лепесточка смотрятся вполне себе, да, ну, наверное, где-то 4 нужно, вот. И посмотрите, да, то есть крученая веревка, как она выглядит, как из нее получается лепесток, как из хлопкового шпагата получается. Мне кажется, он прям вообще вот на листики похож, да, когда плели мы листики, если видели мастер-класс. Ну и вязаный шнур — это волшебно, да. Подписывайтесь на канал, я буду рада лайкам, комментариям. Пишите, что у вас получится, скидывайте в Инстаграм. Буду очень ждать. Пока-пока, до новых видео.